Всем привет, друзья, на связи Пентагон. Это традиционный еженедельный выпуск Пентагона Лайв, где мы совместно с вами смотрим за рынком криптовалют. И, как всегда, по традиции, начинаем с биточка. Был на прошлой неделе такой жесткий памп, причем даже на аккаунте, на фьючерсном аккаунте, вернее, на фьючерсном контракте этот памп был до 48 тысяч. Ну, то есть, если вы шортили без стопа или шортили, скажем так, с кросс-плечом, то вашему депозиту, скорее всего, пришел звездец, поэтому будьте аккуратны, всегда соблюдайте ваш риск-менеджмент, никогда не превышайте ваши риски. Причем, смотрите, в одном из видео у нас был, скажем так, прогнозируемый канал вот в прошлый или позапрошлый раз, когда был пробой 32 тысяч, это как раз таки ретест уровня 48 тысяч, это ретест пробитого тренда от 10, от 11 тысяч. То есть вот мы его по сути проретестили и вниз ушли. Сейчас я вам покажу на более, скажем, таком адекватном графике, что сейчас происходит нынче на рынке. То есть мы уперлись в сопротивление, которое у нас идет сейчас от 64 тысяч. Это если смотреть по, скажем так, линейному графику. Да? Если смотреть по графику японских свечей, то в принципе есть еще такая вероятность сходить на 41 500, 41 300, где в принципе уже можно было бы подыскать какую-то новую шортовую позицию. Лично я нахожусь сейчас, вообще мы достаточно много торговали последние несколько дней, в основном преимущественно это шорт-позиции. Последний шорт был от 40 с топом, 40-150 и зафиксирован на отметке 38 600, 38 750. Сейчас я жду локально возврата, возможно, или ретест вот этой пробитой зоны вот этого треугольника, это, наверное, вот так вот раз. То есть поход, скорее всего, вот так вот вниз. Здесь еще может сыграть сопротивление, которое будет у нас сейчас от 40 400, и у нас появляется вот такая вот зона сопротивления с максимумом в районе там 39 600, и в принципе я плюс-минус думаю, что мы сходим туда, проретестим и дальше пойдем вниз. Для быков есть такой хороший, скажем так, намек на бычий рост, это ретест пробитого тренда, ретест тренда на 29 600, то есть вот сейчас мы по сути здесь консолидируемся, но при этом мы вот здесь вывалились сопротивление, его проретестили и по большому счету сейчас должны упасть на следующую трендовую поддержку, она будет у нас в районе находиться 35-36 500, то есть если мы вот так вот уходим, то в конечном счете буду ждать поход какой-то к уровню там 35, возможно, тысяч. То есть это медвежий сценарий, это вываливание с трендовой линии, ретестовый и дальнейший поход вниз. Если же нас закрепят, вот здесь там отторгуют и уведут к 41 500, то вот здесь как раз таки буду ждать ретест вот этой пробитой трендовой и уже здесь вот какого-то крупного медвежьего дивера с ложным пробоем будем пробовать шортить. Еще в сторону быков указывают разгрузившиеся горизонтально, можно сказать, индикаторы, что в целом всегда сигнализирует о продолжении возможной бычки. Но вот если смотреть на 6-часовик, тут и уже не так все сладко. Есть вероятность, что мы можем все-таки пойти обратно в сторону 34 тысяч. Такие случаи были уже у нас перед дампом на 6 тысяч 14 октября, там, да, 15 октября, когда мы ходили с 7 тысяч с дна на 10 и потом задампились. И похожая ситуация была у нас в 2019 году, тоже в октябре, когда мы по большому счету вывалились из треугольника, подергались на дне, отскочили, проретестили пробитый вот этот тренд и ушли дальше. Если сейчас смотреть по логике картины, у нас происходит пробой вот этого треугольника, мы также с него вывалились наверх, то есть нас вынесли и увели к сопротивлению тренда от 64 тысяч, ровно так же, как это было здесь на 14, то есть, условно говоря, ретест, вот здесь вот сбор ликвидности, памп достаточно такой серьезный, ретест вот этого пробитого тренда, здесь было то же самое по большому счету. Ну, я, наверное, ожидаю плюс-минус, если нас смогут закрепить под уровнем 64 тысяч,
то тогда мой вот этот план с походом обратно вниз, а вообще, возможно, с обновлением лоя в районе 22 будет достаточно валидным. То есть вот это идеальная ситуевина, которой я бы хотел дождаться. Естественно, не без греха можно дождаться через 41 500, через ретест вот этих всех границ сопротивления, но мне кажется, уж здесь уже можно увидеть какую-то двойную вершину, и в целом этого должно быть вполне достаточно для ухода вниз. Также на дневке мы сможем с вами наблюдать уже, так, пардон, вот так, вот так. На дневке сможем с вами наблюдать отличный PPR, по сути, после которого должны быть еще две хорошие такие медвежьи дневки, как мы видели с вами вот здесь, вот вполне вероятно вот здесь, вот здесь. То есть везде для меня PPR сигнализирует о возможном продолжении нисходящего движения, то есть поход к уровню пробитого ретеста 35-32 тысячи. То есть, но опять же, да, закрепление выше нынешнего уровня, то есть по большому счету закрепление выше отметки 39 тысяч, с большей долей вероятности уведут нас на ретест вот этого пробитого тренда, да, то есть вот так вот возможно. И уже здесь вот будем смотреть на реакцию, потому что если мы пробиваем, то идем сразу на 41 500. Это достаточно хороший такой бычий будет сигнал. А в противном случае от ретеста можно будет попробовать либо либо если у вас еще есть позиция от нашей точки входа 40 400, 40 300, ее долить до остатков позиции, и либо подыскать какой-то новый шорт с ограниченным стопом, я думаю, за 40 тысяч. Тогда вы точно будете плюс-минус не на волне фома, то есть уже если мы дойдем до 40 тысяч, то это с большей долей вероятности пойдет обновление максимума. Здесь локального на 41 500, 41 800, а в противном случае поход 38. Так, с битком немножечко раскидались, в конце еще к нему вернемся, когда посмотрим за остальным рынком. Сейчас хочу посмотреть также эфир. Так, ну начать тоже бы с недельки по-хорошему. На недельке сейчас мы ложно пробой коснулись отметки 2450, не смогли закрепиться выше 2400. И сейчас, если мы уйдем под где-то 2200 к концу недели, ну где-то 2, может 300, то у нас все вот это будет огромный такой додж медвежий с возможным походом вниз на 1500. То есть это и верхушка нашего канала, по большому счету, ну плюс-минус. Я сейчас кота на гриву натяну. Вот так вот, примерно. И есть такая, скажем так, у меня мысля о том, что сразу после форка или там что-то в эфир будет обновление сети, это все хрень может дампануться. То есть на ожиданиях все порастет, а как только все блок найден будет, сразу все польется. Ну, то есть я, по-моему, видел то ли на лайтке похожую историю, или на классике. Короче, где-то видел недавно похожую историю. И там, на Неме, на Неме перед форком, когда Нюм раздавали, его жестко дампанули. И Ripple тоже, помню, перед форком. Тут обновление сети хотя бы будет, не знаю, надо будет наблюдать, но никакого плюс-минус бычьего настроения я от этого сейчас, по крайней мере, не жду. То есть мы сейчас на эфире можем дальше продолжить рисовать большой медвежий треугольник, то есть это... Сейчас мы каракули все уберем. Но мы там пробили, да, один такой беспонтовый флажок. Здесь вот был пробой и ретест, то есть это для быков, ну, есть, как бы, скажем так, бычья какая-то модель роста, да, мы пробили вот здесь сопротивление, вроде отскочили, ну да, обновление максимумы, то есть обновление в районе там 2600, конечно, спровоцирует волну роста на эфире, но я бы сейчас, да и в принципе на дракона это все очень похоже, на дневке тут PPR огромный, бычий. Но пока упираемся в верхнюю границу вот этого флага, который мы с вами рисовали еще в начале июня. Вот здесь вот. То есть я, наверное, с вашего позволения вот так все поправлю. И, в принципе, мы вот здесь в верхушку его уперлись. Также этот флаг может спокойно перерасти в какой-то треугольник с плоским дном. Еще более глубокий, скажем так, да, вот типа что-то вот такого.
И в таком случае нас еще, ну, в таком случае уровень там 2400, 2500 это будет максимум перед возможным походом ниже. То есть если пойдет от там, 1800 сначала и будет какой-то отскок, то я думаю, даже падение будет более глубоким, в районе 1200. То есть это опять же намечается на район, может, октября какой-то, кстати. Октябрь опять. Так, эфир посмотрели, BNB. Нет, я еще хочу эфир локально посмотреть. Локально что мы видим с вами? На часовике есть уже медвежья дивергенция. Она, собственно, вот здесь достаточно очевидна. Есть клин. Ну, такой, наверное, это больше на бычий треугольник похоже. Здесь на 12 часах, я так думаю, тоже есть PPR. Или на 6 часах. Но есть додж, двойная вершина, есть касание канала. Вот здесь на 6 часах есть PPR, но мы уперлись вот в эту трендовую линию, которая достаточно долго тянется. По сути, пробой ее спровоцирует волну продаж, то есть вот так вот. Тогда уровень будет в районе 2350, 2300, 2400, где можно будет попробовать шортануть правый лючок при тест пробитого тренда. И в случае закрепления выше уровня 2350, это будет неплохой возможной зоной для лонга. В случае, если мы не пойдем обновлять вот здесь вот лой, то ретест 2500, ретест вот этих двух вершин и возможный поход наверх, это бычий сигнал. Я пока к медведям больше отношусь и вообще в сторону шортов наблюдаю. Для меня вот этот треугольник, который все разрисовывали вчера, он так смачно пробился вниз. Вот этот вот сейчас. Я из каждого утюга, по сути, видел об этом бычьем треугольнике, который должен пробиваться по всем канонам трейдинга вниз. Ну, ничего, пробился. Как обычно причем, блядь. Хотите, я вам еще 10 таких треугольников найду на графике. То есть здесь тоже нужно смотреть по ситуации. Фуд, конечно, спал, но я пока не вижу каких-то глубоких предпосылок. Огромный фуд есть, надвигается на Binance в целом, или на Binance, как вы хотите называть, чтобы я называл эту историю. Вот, запрещают торговать и на Мальте, в принципе, еще и хотят прицепить к ним какое-то расследование в отношении того, что последние несколько месяцев они, по сути, без лицензии какой-либо действовали на территории государства. Дальше Binance сворачивает свои офисы, запрещает, по большому счету, закрывает возможность фьючерсной торговли для европейских стран. Это Голландия, по-моему, там Франция, Германия. Ну, то есть фьючерсная торговля потихонечку сходит на нет, плечи ограничиваются у новых пользователей. Это, конечно, все хорошо. Но нас, что, старичков за это трогать? Мне на 3 аккаунта уже пришлось поменять, скажем так, в связи вот с этой всей новой полемикой. Поэтому, друзья, всегда имейте запасную биржу. У меня это будет FTX пока. Тем более они ушли от крыла Binance, они полностью выкупили свою долю прав, привлекли большое количество денег у крутых, именно крупных институционалов. И, условно говоря, это будет, мне кажется, вторая, третья там, биржа, в которую я бы вкладывал сейчас и вообще на которую я вложил бабки. Свои какие-то именно торговые. Естественно, все свои сбережения криптовалютные на биржах хранить ни в коем случае нельзя. Это должна быть либо какая-то холодная история, то есть холодный кошелек, либо с офлайном как-то связано, то есть чтобы не было возможности при скаме биржи или при дампе какого-то там крупного институционала тащить на этом свои убытки. То есть, да, торговую часть держите именно на аккаунтах, а все остальное по возможности, конечно, с бирж выводите. Ну, для откупа можно какую-то часть оставлять. Поверьте, тут тезер ходит типа 15 минут максимум, поэтому успеете что-то откупить, уж точно успеете. Кто из этих соображений держит деньги на бирже. BNB закончилось, XP вот здесь сходил, собственно, сопротивление, и я могу, наверное, смело предположить, что все-таки здесь треугольник будет перерисован, и мы от максимума вот здесь должны будем его смотреть. Соответственно, максимума в районе $2. Я говорил о том, что уход выше 2,2 будет, спровоцирует какой-то бычий рост. То есть вот эту всю историю я могу смело удалять, она себя не проявила, но у нас появилось какое-то сильное сопротивление, причем с очевидным дном в районе 1400, по сути, в которое можно будет легко, на уровне которого можно будет легко
поставить какую-то скальп-сделку чисто на отскок, но я не входил бы сейчас. Собственно, как бы и не входил в лайток, который вчера рассматривали, там позавчера, да, мы также пока не смогли пробить уровень вот здесь 145, и по большому счету сейчас, если мы не закрепляемся выше уровня 130, здесь тоже, как можете наблюдать, есть тренд такой достаточно, не скажу, что прям сильный, устойчивый, но он есть, да, вот пробой этого тренда спровоцирует, в принципе, волну продаж на всем рынке, ну, как я имею в виду, биток пойдет вниз, за ним все остальное дерьмо полетит, ну, то есть здесь не нужно, снимите уже гребаные розовые очки, и альта никогда не летает против битка, и там какая бы новость не вышла, вон с XP партнерились, я помню, с какой-то крутой платежкой, ну, в момент дампа, и SXP дальше всех падал. Ну, типа, камон, ребят, здесь нужно быть реалистами и смотреть на все с холодной, вот с этой вот вашей головой. Нефть, кстати, по нефти мы также сходили на ретест вот этого тренда от 2008, сопротивления трендового от 2008 года. Причем мы здесь на нефти сделали такой достаточно красивый мув. Мы проретестили пробитый тренд и отскочили сейчас под него. Вот как у нас было по большому счету здесь. Также у нас ушло по факту все под сопротивление уровня 76 долларов. И по большому счету я не думаю, если именно вот пробой этих 76 пресловутых долларов произойдет, тогда я только буду думать о каком-то новом бычьем цикле у нефти, а пока все это, ну вот именно вот о этом бычьем цикле, который все ждут. Пока я думаю, также поход 66 более реален, нежели поход обратно вверх. Доллар докупаю, и вот в случае такого похода вниз, вчера на стриме говорил, на 68 буду докупать. Для меня все равно это максимум, я думаю, будет в районе 70, и уже сейчас я в районе 71 уже выставил какие-то ордера на брокере, и в принципе можно что-то посмотреть по откупу. Я даже поищу какую-нибудь лонговую позицию по доллару против рубля. Так, быстренько затронем сипку. Опять был АТХ, перекинул просто фрактал на 2, по сути, на 2 цикла чуть дальше. Не знаю, честно, друзья, вот натягивать на глобус, вот так вот это должно было быть в идеале. То есть мы ушли выше сейчас, мы не смогли пробить сопротивление, которое у нас там тянется уже от 20 апреля, да, по большому счету 2020 года. То есть, ну, нет, 21 года. И по большому счету пробой именно уровня 4450 спровоцирует, вот у меня тот же самый нефть, и биток, и все, что там угодно будет, все будет полететь наверх. Но пока мы вот под сипка 4450, нефть пока под 76, биток пока под 40 тысяч, эфир под 452 500, биток под 41 500, да, вот это пока все дерьмо ниже, я откупать его не буду, да, потому что Facebook летит сегодня вниз минус 4%, жду, что подтянется Google за ним, начинает уже Microsoft тоже, и Apple. Здесь тоже есть двойная вершина, тоже достаточно медвежий сценарий, то есть жду возможную ретест на сипке 2450, здесь вот 2450 и поход дальше вниз. Но тут уже, наверное, будет следующей неделе, я успею написать вам новый обзор. А пока, друзья, дам огромный вам такой большущий совет. Если вы торгуете на фьючерсном аккаунте, никогда не торгуйте с кросс-плечом, и не держите маржи больше, чем вам нужно на позицию. Это исключит у вас возможность доливок, усреднений, вот этого всего говна, работайте от стопа, то есть либо стоп, либо тейк, не нужно мандить во время движения цены, а всю остальную подробную информацию можно получить на моем канале, подписавшись на Pentagon Channel. Также скоро запускаю очень один интересный формат
взаимодействия, скажем так, на рынке. Это будут серии подкастов с крутыми ребятами, несколько уже подкастов отснято, смонтируются, то есть потихонечку уже начну скоро выкладывать, а новые подкасты уже будут несколько интересных утвержденных, скажем так, гостей, среди, действительно популярные в криптокомьюнити люди, у которых хотелось бы задать несколько вопросов. То есть на связи был Пентагон, друзья, не забывайте ставить лайк под видео, комментарий, вообще это единственное вообще, почему я до сих пор эти видео выпускаю, очень буду рад вашей поддержке. Пока-пока-пока-пока.